Вы будете в шоке, когда узнаете о ужасающих наказаниях, которые до сих пор применяются в Саудовской Аравии. От публичной казни до порки эти методы кажутся чем-то невероятным в современном мире. Меня зовут Нокс. И сегодня я расскажу вам о жестоких судебных системах, реальных историях людей, пострадавших от этих наказаний, и о том, почему такие практики продолжают существовать в 21 веке. А в конце я расскажу вам о наказании, которое пугает даже самых бесстрашных преступников. Порка. Наказание, которое существует с древних времен, но до сих пор активно используется в Саудовской Аравии. Что же такое порка? Это телесное наказание, которое применяется к тем, кто нарушает общественный порядок или религиозные законы. Например, за распитие алкоголя, аморальное поведение, участие в запрещенных мероприятиях или даже за нарушение поста в Рамадан можно получить наказание в виде плетей. Вам кажется это чем-то из прошлого? Но нет, это реальность. В Саудовской Аравии порка часто проводится публично. Это не только способ наказать нарушителя, но и средство показать остальным, что нарушение закона не останется безнаказанным. Но самое интересное – это то, насколько суровыми могут быть эти наказания. Иногда это десятки, а иногда и сотни ударов плетью. Представьте себе боль, когда каждая плеть оставляет на теле глубокие раны. После нескольких десятков ударов кожа начинает трескаться, появляются кровоподтеки, и человек буквально истекает кровью. Пример Раифа Бадави – один из самых известных случаев. Этот саудовский блогер осмелился выступить против правительства и религиозных властей. Он был приговорен к 10 годам тюрьмы и 1000 ударам плетью. 1000 ударов, друзья. И это наказание растянулось на несколько лет. Каждый раз, когда его выводили на площадь для очередной порции плетей, люди собирались, чтобы посмотреть на это зрелище. Каждый удар плети – это не просто физическая боль. Это унижение и моральное разрушение. Но давайте подумаем, почему такие наказания все еще существуют? Шариат рассматривает наказание как средство очищения души от грехов. В таком контексте порка – это не просто наказание, это акт покаяния перед Богом. Но каково это – выжить после 1000 ударов плетью? Может ли человек полностью оправиться после такого испытания? Это вопрос, который остается открытым. А теперь давайте перейдем к следующему, еще более шокирующему виду наказания. И это ампутация. Да-да, вы не ослышались. Наказание, которое кажется настолько ужасающим и старомодным, что трудно представить его в современном мире. Но в Саудовской Аравии это реальность. Согласно шариату, за кражу можно лишиться руки, и эта практика до сих пор применяется. Это не только физическое наказание, но и клеймо на всю оставшуюся жизнь. Но давайте разберемся подробнее, как все это работает. Come on, man. Шариатский закон предписывает ампутацию правой руки за кражу, если преступление было доказано в суде. Важно отметить, что кража, при которой назначается ампутация, должна быть совершена при определенных условиях. Это должно быть преднамеренное и незаконное присвоение чужого имущества. Однако, если человек крадет, чтобы выжить, например, от голода, суд может вынести более мягкий приговор. Ампутация также проводится публично, в присутствии свидетелей, чтобы показать остальным, что подобное поведение не останется без последствий. Но представьте себе, каково это – быть лишенным руки. Потеряв руку, вы теряете способность работать, теряете лицо перед обществом, и этот позор будет преследовать вас всю жизнь. Задумайтесь, что для вас было бы страшнее – лишиться свободы или части тела? Для многих людей ампутация кажется самой жесткой формой наказания, ведь она лишает человека способности к полноценной жизни. Однако в Саудовской Аравии это считается справедливым возмездием. Казалось бы, что может быть хуже, но давайте посмотрим на другие наказания. Самое страшное и, пожалуй, самое известное наказание – смертная казнь через обезглавливание. Когда вы слышите эти слова, у вас в голове может возникнуть образ из Средневековья. Но что, если я скажу вам, что это происходит и сегодня? Причем на публике. Да, именно так. Людей казнят на площадях перед сотнями, а иногда и тысячами людей, которые собираются, чтобы стать свидетелями этой казни. What?
По законам Саудовской Аравии, обезглавливание – это одно из самых частых наказаний за тяжкие преступления, такие как убийство, насилие и даже за наркотики. В год может проводиться до 200 таких казней. Например, в 2019 году за один день было казнено сразу 37 человек. Представьте себе, 37. А знаете ли вы, что Саудовская Аравия занимает 3-е место в мире по количеству смертных казней? Bro, what are you talking about, man? И самое жуткое, после того, как человека обезглавили, его тело могут выставить на всеобщее обозрение, подвесив на кресте или столбе. Это не просто убийство, это публичное унижение даже после смерти. Такой вид казни используется для того, чтобы наказание стало еще более устрашающим для тех, кто посмел ослушаться законов. Если вы думали, что обезглавливание – это самое страшное наказание, то я вас удивлю. В Саудовской Аравии на этом не останавливаются. Распятие после смерти практикуется для тех, кто был осужден за особо тяжкие преступления. Один из самых громких случаев такого распятия произошел в 2018 году, когда мужчина, обвиненный в участии в теракте, был казнен через обезглавливание. Но на этом его наказание не закончилось. Власти решили, что этого недостаточно, и решили использовать его тело как предупреждение. Оно было прибито к кресту и выставлено на центральной площади, для того, чтобы каждый прохожий мог увидеть, что происходит с теми, кто осмеливается пойти против государства. Почему распятие? Этот метод имеет глубокие корни в истории и используется как символ самого крайнего наказания. В Саудовской Аравии распятие рассматривается как форма посмертного унижения. В исламской традиции тело умершего должно быть предано земле как можно скорее и оставить его на обозрение. Это противоречит обычаям и религиозным нормам. Следовательно, такое наказание делает позор вечным. Даже после смерти преступник продолжает подвергаться мучениям, а его память остается опороченной. Но иногда распятие используется и для менее известных дел. В 2000-е годы был случай, когда нескольких людей распяли после казни за участие в крупной серии ограблений. Их тела висели на городских воротах в течение нескольких дней, пока местные жители с ужасом наблюдали за этим наказанием. Весь процесс распятия после казни сопровождается ритуалами, которые подчеркивают суровость и неотвратимость наказания. Преступника привязывают к кресту таким образом, чтобы его руки и ноги были максимально растянуты, и прибивают к дереву или металлической конструкции. Это зрелище должно внушать ужас, поскольку каждая деталь, от позы тела до места, где оно выставлено, тщательно продумана, чтобы произвести наибольший эффект на зрителей. В Саудовской Аравии существует религиозная полиция, которая следит за тем, чтобы люди соблюдали строгие нормы поведения. Эта структура называется Комиссией по поощрению добродетели и предотвращению пороков. Они могут остановить вас прямо на улице, если вы выглядите или ведете себя неправильно с их точки зрения. Например, слишком громкий смех, танцы на публике или даже ношение яркой одежды может привести к тому, что вас арестуют или накажут на месте. Один случай, который широко обсуждался в медиа, произошел в 2015 году, когда мужчину арестовали за то, что он носил длинные волосы и стильную одежду, что сочли неподобающим для мужчин в этой стране. Ему пригрозили поркой и тюремным заключением за то, что он нарушил общественные нормы поведения. Это реальность, в которой живут многие люди в Саудовской Аравии, и таких историй на самом деле тысячи. Часто наказания за такие преступления проходят прямо на месте. Человека могут избить плетью или дубинкой, чтобы наказать и одновременно показать остальным, что общественные нормы обязательны к выполнению. Это делает даже повседневную жизнь в Саудовской Аравии полем для потенциальных арестов и наказаний за любые отклонения от строгих норм. Теперь давайте поговорим о наказании за то, что может показаться совершенно невероятным в нашем современном мире – колдовство и магия. I don't think you have the facilities for that, big man. Да, несмотря на то, что 21 век на дворе, в Саудовской Аравии до сих пор преследуют людей за обвинение в колдовстве. Как это возможно? Вера в магию и сверхъестественные силы глубоко укоренена в обществе, а саудовские власти рассматривают колдовство как угрозу для безопасности и стабильности. Обвинение в колдовстве часто строится на косвенных доказательствах, слухах или даже на страхе перед необычными явлениями. Знаете ли вы, что в 2011 году женщина была казнена в Саудовской Аравии
После того, как ее обвинили в том, что она практиковала черную магию, ее поймали с амулетами и странными предметами, которые власти интерпретировали как доказательство ее вины. Этот случай вызвал огромный резонанс в международном сообществе. Но, несмотря на протесты правозащитников, Казнь была приведена в исполнение. Иногда людей обвиняют в колдовстве просто за то, что они оказывают влияние на других или занимаются лечением при помощи нетрадиционных методов. одним из примеров такого дела является случай мужчины, который был арестован за то, что люди утверждали, что он зачаровывал своих пациентов, когда пытался их вылечить. Несмотря на то, что доказательства были крайне сомнительными, его казнили. Саудовская Аравия активно борется с любыми проявлениями магии или гаданий. Специальные отделы религиозной полиции занимаются тем, что выявляют и преследуют тех, кого подозревают в колдовстве. Эти подразделения активно патрулируют рынки, где продаются амулеты, книги по гаданию или зелья, которые могут быть связаны с магическими ритуалами. And I've decided that I want to die. Но не все наказания в Саудовской Аравии столь публичны и зрелищны. За многими жестокими методами наказания скрываются еще более страшные вещи. Те, что происходят за закрытыми дверями. Давайте заглянем туда, куда мало кому удается попасть и выжить. В тюрьмы Саудовской Аравии, где правят страх, боль и бесчеловечные условия. Представьте себе место, где каждый день ощущается как вечность, а каждое мгновение приносит невыносимую боль. Это тюрьмы Саудовской Аравии, учреждения, которые часто описывают как одни из самых суровых и жестоких в мире. В то время как публичные казни и распятия вызывают международные протесты и возмущения, о жизни за решеткой говорят гораздо реже, но именно здесь многие подвергаются пыткам и унижениям, которые трудно себе представить. Вы знали, что в Саудовской Аравии арестованных могут держать без суда и следствия месяцами, а иногда даже годами? Те, кто осмеливается критиковать правительство или религиозные власти, часто исчезают в этих тюрьмах, как в черной дыре. Одним из самых известных случаев стал арест Луджейн Аль-Хазлюль, активистки за права женщин, которая была брошена в тюрьму за то, что боролась за право женщин водить автомобили. Ее заключение стало символом жестокости саудовского режима. И ее история лишь одна из многих. Тюремные камеры в Саудовской Аравии – это тесные и мрачные помещения, в которых люди содержатся в нечеловеческих условиях. Сами камеры часто переполнены, а санитарные условия ужасны. Грязь, постоянная влажность и отсутствие какой-либо санитарии. Заключенные спят на полу или на тонких матрасах, если им повезет. Но самое страшное – это пытки, которые, по словам бывших заключенных, практикуются регулярно. В докладах правозащитных организаций говорится, что многие заключенные подвергаются систематическим побоям и психологическому давлению. Электрошок, подвешивание за конечности и удушение – это лишь малая часть арсенала методов пыток, применяемых к политическим заключенным и тем, кого подозревают в нелояльности к режиму. Один из бывших заключенных рассказывал, что его пытали в течение нескольких дней подряд, не давая ему спать, заставляя подписывать ложные признания. Пытки и унижения, которые происходят в тюрьмах Саудовской Аравии, преследуют одну цель – сломать человека. Это не просто наказание за преступление, это метод подавления воли и разрушения личности. Заключенные часто подвергаются изоляции от внешнего мира, не имеют права на звонки или встречи с родственниками. Такие условия психологически истощают людей, заставляя их чувствовать себя брошенными и забытыми. Но что еще страшнее – это отсутствие правосудия. В Саудовской Аравии правовая система построена на законах шариата, где судьи имеют практически неограниченные полномочия. Приговоры выносятся на основании показаний свидетелей, которые часто получают под пытками. Любое подозрение может стать поводом для ареста, и человек может оказаться в тюрьме на неопределенный срок. Кажется, что мы уже видели все ужасы наказаний Саудовской Аравии, но впереди нечто более древнее и варварское. Это наказание, от которого кровь стынет в жилах. То, что кажется пережитком далекого прошлого, до сих пор практикуется на глазах у всех. Как вы думаете, что это?
Забивание камнями – один из самых жестоких и древних методов казни, который до сих пор практикуется в Саудовской Аравии. Это наказание применяется в основном за прелюбодеяние или измену, но сам процесс казни настолько жестокий, что он вызывает ужас у всех, кто об этом слышит. Как это происходит? Осужденного закапывают по грудь в землю, оставляя только голову и верхнюю часть тела на поверхности. Это делает человека абсолютно беспомощным, а весь процесс превращается в настоящее мучение. Участвовать в казни могут члены общества, а иногда даже родственники осужденного. Камни специально подбираются среднего размера. Слишком маленькие не причинят достаточной боли, а большие могут убить слишком быстро. Главное, процесс должен быть медленным и болезненным. Забивание камнями строго регламентируется, чтобы жертва страдала как можно дольше. В исламском праве предусмотрено, что для обвинения в прелюбодеянии нужны показания 4 свидетелей. Однако на практике даже небольшие подозрения могут привести к такому приговору. В 2008 году женщина была приговорена к такому наказанию за измену своему мужу. Это дело вызвало волну возмущения по всему миру, но казнь все равно была приведена в исполнение. Несмотря на международные протесты и попытки отменить этот вид казни, многие в Саудовской Аравии считают, что забивание камнями – это важная часть их религиозной и правовой системы. Как вы думаете, такие наказания допустимы в современном обществе? Пишите ваше мнение в комментариях. И да, если вы любите интересные истории, умеете писать сценарии, монтировать или озвучивать ролики, то переходите в Telegram. Бот по ссылке в описании. Буду рад сотрудничать. Спасибо за просмотр.